Всем привет! Сегодня мы смотрим на Unit Fingerprint 2. Это обновленная версия, которая поддерживает влажные сухие пальцы, ну и нос кота, конечно же. И напишем приложение, которое тестирует ваш IQ. Ну, неплохо. Все еще неплохо. И тут тестирует ваш друг. Ну, сойдет для друга. Сейчас мы видим, что на том же пальце не сработало. Но это не зарегистрированный палец, а на зарегистрированном. Сейчас нормально считала. Так что точность так себе, вот честно скажу. По крайней мере, вчера у меня отлично все пальцы считывались, а сегодня проблемы. Что есть у нас в Unity? RGB колечко вокруг зоны считывания пальца. Есть RGB питание. Можно менять цвет этого светодиода. У кольца можно менять цвета пульсации от такого цвета к другому. Разрешение 508 dpi, 80 на 208 пикселей зона считывания. Так что старайтесь позиционировать палец всегда примерно одинаково, когда регистрируете отпечаток, когда его пытаетесь сравнить с имеющимися. И написано, что до 100 отпечатков хранится. Также этот юнит побыстрее, чем первая версия, поддерживает влажные сухие пальцы. Если вы находитесь на сайте M5 Stack, то вы знаете, что всегда после документации можно листнуть вниз и найти примеры. Вот у нас есть документация UI-Flow. Находимся на страничке с документацией по этому юниту. Здесь нам что-то пишут, но вы понимаете, что с экрана вводить в блоки UI-Flow довольно тяжело. Есть готовый пример, который использует Core S3. Можно сюда кликнуть, и у вас откроется проект. Здорово! Работа с этим юнитом довольно сложная, потому что нужно понять, как происходит регистрация пальца, считывание, что такое буфер, как туда загрузить стороннее изображение, как получить изображение из отсканированного пальца. Обычно это не нужно, но есть некоторые примеры. Есть 3 примера, на самом деле, на M5 Stack страничке, так что загрузите все, посмотрите. Мне понравилось, что можно сохранять данные отсканированных пальцев как шаблоны и хранить их на флешках. Можно передавать их по сети на другие контроллеры, чтобы другие юниты, такие же Fingerprint 2, могли их сравнить со своей базой. Ради прикола вот можно переделать готовый проект в то, что я вам продемонстрировал, что измерение уровня интеллекта. На самом деле, конечно, никакого уровня интеллекта он не измеряет, он просто проверяет, что самый первый палец, который зарегистрировали и записали, лично мой, то мы выдаем рандомно 150-153 IQ. А если любой другой палец не зарегистрированный, то мы выдаем уже от 95 до 98. Кстати, неплохой IQ, если честно. А почему он варьируется? Это чтобы ваших зрителей немножко обмануть. Вы скажете, вы не так палец немножко приложили. Это же не очень точный прибор. А самое прикольное было, конечно, сделать тест этого юнита на мокрых носах котов. Представляете, к вам приходят гости, и вы показываете, какой кот ваш умный. Гости пытаются своих котов тоже как-то протестировать, но их коты выходят довольно средними. В общем, юнит прикольный для тестирования, для прототипирования каких-то систем. Реального применения я не нашел.